안녕하세요. 저는 한국어 선생님 Марина. А для тех, кто еще не знает корейского, я переведу. Меня зовут Марина, и я учитель корейского языка. Или, как я чаще называю себя, наставник корейского языка. Многие просили меня сделать видео про той или иной корейский учебник. Для подготовки к топику, для поступления, для самостоятельного изучения языка с нуля, среднего уровня и, конечно, когып. Так вот, сегодня я расскажу вам о тех книгах, которые я советую, либо которые я не советую покупать и почему. Проясняю сразу, это чисто мое мнение. Здесь нет никакого пиара, либо наставления. Основаны на изучении корейского языка как второго высшего с 2011 года, основаны на преподавании корейского языка как индивидуально, так и, собственно, корейская онлайн-школа. Как звучит красиво. Некоторые из вас могут быть не согласны с моим личным мнением, я постараюсь на это не обидеться, поэтому было бы очень здорово, если бы ты оставил свое личное мнение под этим видео на YouTube о том, какой учебник корейского языка ты считаешь самым лучшим и почему. А пока я начну со своих любимых умных книжек по корейскому языку. Лидирующее место в моем хит-параде книг занимают учебники Йонсея. Желательно, чтобы это была их корейская либо английская версия, не русская. Там очень много опечаток и небольших ошибок. Йонсей имеет шестиуровневую систему, которая разбита так, что вам даже дополнительно не придется готовиться к топику или к поступлению в институт. Структура книг и материала уже все это учитывает внутри. Конечно, заниматься по ним только самостоятельно — дело не только губительное, но и очень 어려워요. Если вы решитесь купить, либо вы учитесь в Йонсее, в КЛА и занимаетесь по учебникам, не забывайте не только про 3 основных учебника, но и про дополнительные к ним, которые используются на элективных курсах, типа Сыги, Тытки, Марги, Ханджа и так далее. Эти книги, они являются не просто как дополнением, это тоже классный источник знаний, который вам нужен будет в корейском языке. Стандартный набор книг Йонсея всегда включает в себя, конечно, Йонсей Хангуго, то есть стандартный учебник корейского языка. В начале всегда у вас есть содержание, где у вас будет меню на корейском языке, либо на английском тоже. И вы увидите порядок тем, которые будут изучаться, грамматику, их структуру. Кстати, та же самая структура идет и в топике, но это, к слову, кто к нему готовится. Плюс, кроме основного учебника, всегда есть Хварен Йосип, то есть учебник для подготовки именно практики того, что вы прошли, подготовки к тестам финальным. И, конечно, есть Ильки, текст на корейском. Они сделаны очень просто. В каждой главе от легкого к сложному тексту переходят постепенно. Есть пояснение, небольшой словарный запас. Некоторых слов могут не быть просто в словаре, поэтому они вам даны здесь заранее. И задание. Текста не просто прочитаю, узнаю, а текста обычно связаны с историей, с искусством Кореи. То есть вы реально изучаете факты, но в простой форме. Так что это мой топовый и самый любимый набор, который стоит привезти из Кореи. Я, кстати, их неоднократно обновляла, потому что их перевыпускают, делаю небольшие изменения, дополняя новыми данными. Корейский не стоит на месте. Второе место моего хит-парада книг – это учебники от курсов МИАД, то есть от Национального института развития международного образования Республики Корея. Вот такая вот прелесть, расшифровали, супер. Там 3 части – начальный, средний, старший уровень. Также от простого к сложному. Книжки я эти люблю, кстати, даже их русская версия неплохая. Есть один, правда, их минус – это то, как эти книги сделаны в плане склеивания, очень быстро разваливаются. Так вот, как вариант тоже прикольно, но для самостоятельного не лучший вариант. То есть даже открывать здесь слов мало, пояснений. Есть грамматика, есть диалог. Так ли я его прочитала, так ли я его перевела, так ли я поняла эту грамматику, понять сложно. Поэтому необходим, конечно, учитель, который знает, как этот учебник устроен. То есть у него есть дополнительный учебник учителя, как минимум, и он вот его юзает. Так что классная книжка. Идем далее. Третье мое место я бы, конечно, советовала не тем, кто только начинает корейский язык, а кто его уже затронул с учителем, либо идет на курсах. Это серия из 3 учебников
Korean Grammar in Use. Корейская грамматика в практике. Они составлены по аналогу с учебниками English Grammar in Use. Очень классные учебники английского языка, если, кстати, вы ищете. Чем они хороши? У них есть грамматическая конструкция, плюс они дают правила употребления этой грамматики, также упражнения, чтобы вы потренировали. Это хорошо, но не с нуля. То есть вы где-то проходите грамматику, вы ее открыли в этом учебнике, взяли более сложные конструктивные примеры с ней, почитали более детально про эту грамматику, какими там мелкими деталями она отличается от других похожих на нее. Тогда вот в совокупе это будет очень хороший результат. На 4 месте я расположила относительно новую книгу, ее был год издания 2012 и переиздается она почти каждый год, поэтому в этом году, в 2017, ожидается ее переиздание к лету. Так вот, в чем плюс этой книжки для топика? Во-первых, это не для начинающих. Это как минимум intermediate уровень. То есть вы хотите сдать второй топик, чон либо когы. В этой книжке есть классная вещь, которая называется мультилексы. Это минимальный словарный запас для заучивания. Она сделана очень интересно, красочно, удобно, черкабельно. Там не просто даны слова в табличке, чтобы вы их выучили, а к ним пояснения, что, конечно, преимущество этой книги. По логике она сделана так, чтобы вы прошли за 30 дней интенсивной тренировки перед топиком. Если вы человек очень упертый, вы это делать сможете. Если у вас есть небольшая лень, то книжка это ее не исправит. На 5 месте я расположила курс из 4 учебников Сеульского университета Active Korean. Там вышло всего 4 учебника. В сети я смогла найти только первые 3 для вас. Кстати, ссылочку на эти учебники я вам оставлю. Бонус. Все равно печатные издания лучше, так что если будет возможность купить, советую потом купить и печатные. Сеульские учебники я бы посоветовала тем, кто хочет развить именно разговорные навыки корейского. Многие сетуют, что в каком вузе развивается. Меня очень устроил Юнсей, он развил грамматику постепенно, и мараги, и тытки, все было. Да, сложно, никто не спорит, плакали много и часто. Но он сделал. Он слепил эти знания воедино в итоге. Сеульские части его учебников все-таки рассчитаны на то, что вы уже имеете познание грамматики, вам их дали, либо вы их на уроке записали пояснения. А сами учебники помогают вам раскрепоститься, выучить больше диалогов, текстов, конкретных примеров использования той или иной грамматики. Так что, если у вас уже есть корейский, есть грамматика, но понимаете, я знаю, много пишу, супер, читаю, все перевожу, но говорить не могу, то я вам советую сеульские учебники. Университета сеульского я имею в виду. Так-то они все почти сеульские. На последнем месте, это не значит, что прям худший, нет, просто из тех, что я имею, он входит в топ. На 6 месте я расположила бы так, учебники для изучения русского языка. Вообще нонсенс, представляете? На корейском я имею в виду. То есть вы ищете именно росшиао, русский язык вы будете учить. Чем плюс этих учебников? Вы стартанули корейским, в принципе, вы в любом варианте уже стартанули, у вас есть корейский. А глянув вот учебник с такого формата, вы еще раз понимаете совершенно иначе ту же самую грамматику, но вот все падежи сразу, вот разница этой грамматики, вот в чем разница видеть и смотреть и так далее. То есть гораздо чуть проще, для нас, как мы знаем эти правила, но мы на эти правила видим хороший правильный перевод на корейский язык. Я, когда училась в Корее на старших курсах, у меня была альба, у всех была альба, не только сниматься, но и я преподавала русский язык для корейцев. Так вот, из всех учебников, которые я тогда поизучала, которые были на рынке, если там я спрашивала, кто как советовал, в итоге я остановилась на учебнике от Будникова, ее формат русский, здесь с нуля, как бы начальный уровень русского, тогда это был первый. И я, конечно, реально, честно, была очень рада, потому что это открыло мне совсем иное видение на корейский язык. То видение, которое я уже знаю, как так это мой русский родной язык, и я смотрю, как это все правильно было бы перевести на корейский. После этого учебника в моем корейском очень изменилась классно одна вещь. Я стала красиво переводить на русский язык, синхронно и текста, и литературный перевод. Это, да, того стоило. Так что, если у вас уже есть, давай так прикинем, 3-4 хотя бы уровень, правильно? Можно, в принципе, со 2 начать, да? То вот такую книжку я вам советую присмотреть. В сети, к сожалению, не нашла.
Чего вы, русские, сливали ее в сеть? Логично? Так что только вот печатное издание, к сожалению. Честно, я не уверена, стоит ли вообще говорить отрицательные отзывы. Авторы старались, делали, писали, а тут появилась такая я и их холю лелею. Но я точно хотела бы выразить свою точку зрения. Про учебники, которые я бы ни за что не стала советовать ни начинающим, ни своим ученикам, ни даже тем, кто хорошо в совершенстве владеет корейским языком. Если подвести их под общую черту, я вам никогда не советую брать старый учебник корейского языка. Вы столкнетесь с проблемой северо-южнокорейского, старого корейского исторического языка. Этот стиль не используется, эти слова вообще вышли из употребления. Поэтому смотрите на год издания. По той причине почти все учебники, которые на русском языке, а тем более были изданы в России, корейские учебники, я считаю табу. Я неоднократно сталкивалась с учебниками определенно московской известной школы корейского языка и с учениками из этой школы, которые годами там учатся, которые поступали в Юнсей, даже на курсы корейского. Приезжают, я 4 года учился в этой вот школе. Как они посмели меня на начальный уровень отправить? Учился не значит выучил то, что надо. То, что ты выучил вот это, оно даже корейцам не надо. Какой-то очень сложный подход, запутанный. Поэтому к первой цифре я отнесу учебники школы Вонгван. Это не то, чтобы я советовала вам как старт, как сценарий конец. Нет, совсем не то. Человек бедный сидит на первом уроке и учит название букв. Боже мой. Здесь схемка. Ты поставляешь конкретную буковку и получаешь название корейских букв. Зачем учить их официальное название? Ты их потом выучишь. Пока научись правильно хотя бы их читать. Не надо отбивать интерес к корейскому. Плюс самый главный ужас, что разделение этих учебников не соответствует международному стандарту корейского языка. Поэтому кишится, что я с 5 лет учился и закончил все эти учебники, а топика даже чёгов сдать не могу. Вот ваше соответствие. Там отсутствуют задания на аудирование, ну, по крайней мере, как я проверяла в последний раз, их не было. И самое плохое, там есть ответы к упражнениям на грамматику. Не надо давать в учебнике эти ответы. Какой бы я ни был классный ученик, соблазн слишком велик. На второе место не самых желанных учебников я отнесу учебники старой школы. Конечно, написаны на русском языке. Да, они написаны преподавателями там при МГУ, классные, крутые, громкие фамилии. Когда они были написаны? Боже мой, люди, вы вообще тогда отличие северного от южного корейского видели? Учебник рассчитан чисто на студентов и института, кто обучается по специальности востоковедения, кто учит через такие дебри корейский язык, такими вот тяжкими путями. На них он и рассчитан, на помощь учителя, на пояснение. Если открыть этот учебник, даже зная корейский без учителя, будет ситуация, боже мой, я тут таких русских слов даже не знаю. Но самый большой минус этого учебника, нет, не то, что ответов нет, это пережить можно, отсутствует аудиозапись носителя. То есть мне русский человек преподает востоковедение на своем корейском, который был в Корее лет 5 назад, уже никакого акцента нету. Я принимаю его вариант, но потом я приезжаю в Корею, я не понимаю никого, меня не понимает никто, поломанный акцент. Я не слушаю никаких аудиозаписей носителя. Там дорамы, сериалы, кино, это не подходит, это не то же самое. Тем более там банмалят часто, совсем не то. Когда я только вернулась с Кореи в России уже после окончания вот страшного вашего пути изучения корейского языка, первым же моим делом, которым я сделала по приезду, даже не распаковка всех чемоданов, которые я с собой привезла, а это было пойти, скорее найти группу, курсы, которые есть в моем городе, в Хабаровске, где есть КОГИП, где я смогу ходить, поддерживать язык, либо еще его наращивать. Я нашла, конечно, так вот я пришла. После выпуска. Я пришла. Я пошла в группу КОГИП, ЮГИП, не просто 6-го уровня. Я пришла. А когда меня попросили чагисо-гисо представиться о себе, я представилась. Все на меня смотрели с такими стеклянными глазами. Что сейчас было? И ученица на корейском попросила: ты можешь еще раз это повторить помедленнее и такие сильно сложные слова не ставь, упрости их. Я ничего сложного не ставила, ну не специально.
Вот как я говорила, чаги-согисо в корейском вузе, в Корее, я тоже так же представила себя здесь, но меня не смогли понять. Но думаю, ладно. Слушаю, они там текста читают. Слушаем. И слышу, девочка читает текст, и она читает пэкчон. И в этот момент, на этом продолжении, на этом моменте у меня в голове такое, знаете, зависание происходит. И такой немножко испуг, что я не понимаю ее слова, и моя ханджи не срабатывает пэкчон. Все, что мне всплывает на пэкчон, это название водопада корейского. Но это мы учили по истории. Текст тут совсем не о том. Подвес он полнейший. 3-секундный шок у меня. Я не понимаю этого слова. Я не понимаю, как так? Я не понимаю это слово. Я из Йонсы. Еще пару секунд, и в моей голове возникает, так как я преподаватель корейского, понимание, где она могла сделать ошибку. Ага. Это было Шимман. Она так 100 000 прочитала. Пэкчон. Вот, это был 6-й уровень корейского языка. У меня мои ученики на начальном уровне не путают, что такое 100 000. Это Шимман. И они даже не читают его Шипман. Пэкчон. Так что, вот вам показатель того, что, когда вы на таких курсах бесплатных, чаще всего вы не добьетесь нужного и эффектного результата. Поедете на курсы в Корею, не можете дорого, возьмите репетитора, либо пойдите на курсы в интернете, дистанционные. Вариантов всегда есть и много. Но это лучше, чем хотеть очень, сесть самому с книжкой, вызубрить книжку, а в итоге окажется, я не то вызубрил. Или я не так вызубрил. Либо я произношу одним словом, а кореец другим. Что здесь не так? А ассимиляцию не вызубрил, не дошел до нее еще. Поэтому учитель всегда лучший вариант. Он знает больше вперед, и он понимает, что и как, где, и вам здесь проще поставить и построить. И надо оно будет или нет. Вообще я очень горжусь достижениями и результатами своих учеников. Безумно. Не только когда они топики сдают лучше, чем мы сами того ожидали, я понимаю, ага, я мало хвалила их. Нет, потому что реально, когда я вижу их результаты за 20 дней курса, за второй курс, когда они говорят о себе, говорят, уже рассказывают с нуля, без акцента такого сильного, у них строится этот формат, и я понимаю, что, я так рада, что я смогла помочь человеку достичь не только такой радости, но и такого хорошего результата. На мои курсы нет, я сейчас не в своем пиаре, там мест нету на полгода вперед, попасть сложно, я сейчас не про это. Я про то, что всегда лучше, чтобы вам помогли с языком. Никто не запрещает дать вам книжку и попытаться саму ее почитать. На тот пример вы можете взять, например, книжки, если вы любите французский, вот Орин Ванджа. Я очень люблю на корейском Орин Ванджа, Маленький принц. Не только картинка здесь интересна, здесь интересно, в принципе, написано, но я, глядя на это, читаю, понимаю, что так, это грамматика 3, так, это слова, стиль диалектов, это 4. Ага, то есть эта книжка, чтобы прочитать в удовольствие, нужно иметь хороший корейский. Но, например, если вы фанат кей-попа, берите книжки ваших любимых исполнителей. У них очень часто выходят разные, не только книжки, где их текста песен, но и веселительные. Например, вот такой блокнот. Моя ученица одна захотела такую книжку, и подарив ей, я решила, возьму и себе. Почитаю, что же так нравится моей ученице. Это получается Эпик Хая табло, он написал, составил блокнот из его фраз, цитат и так далее. В принципе, мне прикольнуло. Прикольнуло, по крайней мере, оформление, когда одна цитата может быть масенькая, а другая на всю страницу, либо где разные звезды пишут своим почерком. Ты читаешь цитату, бывают сложные, бывают очень легкие, безумно легкие, даже, просто, не знаю, мне кажется, любой может их перевести. Но в чем здесь плюс? Должен получать удовольствие от того, что ты читаешь. Получая через удовольствие, эффект будет круче. Итог. Я пока еще не встречала идеального учебника корейского языка. Без ошибок, в соответствии со всеми нововведениями, сокращениями, жаргоном, стилями, которые в каком порядке как используются, не было. Кстати, я уже думала о том, чтобы попробовать создать его, даже были какие-то наброски. Но пока что я создала только дистанционный курс корейского языка. Тоже как вариант. На этом сегодня все. Помните, что учебники предоставлены для ознакомления и общего понимания языка. Не думайте, что только по учебнику самостоятельно вы сможете овладеть корейским либо иным другим языком.
Очень важно, чтобы был учитель, который будет вас вдохновлять и наставлять на ваш путь истины. Корейский язык отличается от европейских кардинально, и поэтому методы «выучи кучу слов и грамматики» тут не прокатят. Не забудь подписаться на мой канал и позвенеть в колокольчик рядом. Тогда ты не пропустишь новых видео. Ссылку, где можно найти в электронном виде все эти учебники и другие, я оставлю под видео. До скорых встреч!